Привет всем! Недавно появилось новое видео, на котором Чингук выходит из отеля в Нью-Йорке. И этих нескольких мгновений было достаточно, чтобы сердце фандома забились еще быстрее. Его присутствие напомнило нам, почему мы так его любим. Чингук, с его теплым взглядом, задумчивой улыбкой и неизменной добротой, излучал энергию, которая превосходила экран. Ему не нужно было говорить ни слова, одного его присутствия было достаточно, чтобы наполнить воздух эмоциями и нежностью. Неизбежно чувствуешь содрогание, наблюдая, как он идет с такой осанкой, излучая одновременно умиротворение и близость. Трудно не улыбнуться, когда мы думаем о том, как сильно мы по нему скучаем. Я знаю, вы тоже чувствуете это, смесь ностальгии и надежды, тоску по нему, но также и бережное отношение к нему, потому что мы знаем, что когда он вернется с таким светом, который знает только он. Мы с нетерпением ждем одного из тех живых выступлений, которые мы так любим, те моменты, когда Чингук показывает себя таким, какой он есть, искренним, спонтанным и полным любви к нам. Каждое выступление – это подарок, маленькая искорка, которая освещает наши дни. У него есть уникальная способность заставлять нас чувствовать себя как дома, даже если мы за тысячи миль от него. Он смотрит на нас через экран, и на мгновение мир, кажется, останавливается. Чингук любит нас, и мы любим его в ответ, глубоко и постоянно, как может любить только по-настоящему единый фандом. Так что давайте ценить его время, ждать со спокойным сердцем и быть благодарными за каждый момент, который он делит с нами. Потому что за каждой улыбкой стоят усилия, преданность делу, искренняя любовь к тем из нас, кто следит за ним. И говоря о росте, его аккаунт в ТикТок превысил 23 миллиона подписчиков, число столь же огромное, как и его влияние на мир. Впечатляет видеть, как всего за один день он добавил более 400 тысяч новых подписчиков. Это не просто цифры, миллионы сердец находят в нем вдохновение, радость и утешение. Он – живое доказательство того, как сильно мы его любим, как его искусство и сущность преодолевают языки и границы. Чингук не просто покоряет сцены, он покоряет души. Его танцевальный талант и неповторимый голос делают его уникальным, ни один другой артист не обладает таким идеальным сочетанием силы и нежности. Дисциплина и теплота. Неудивительно, что он установил мировой рекорд, став единственным сольным исполнителем, набравшим более 300 миллиардов просмотров в ТикТок. Эта цифра, такая огромная и почти невообразимая, не что иное, как отражение любви, которую мир испытывает к нему. Хэштег «Решетка Джанкук» превысил 300 миллиардов просмотров, и это не совпадение. Он олицетворяет глобальную связь, общее чувство среди миллионов, которое находит в нем нечто большее, чем просто айдола. Чингук олицетворяет теплоту, усилий, страсть и подлинность. Его успех заслужен, плод многолетней преданности своему искусству и любви к нему. Он учит нас, что истинная гениальность исходит из сердца, что слава не зависит от расстояния, она заключается в возможности объединить больше людей через любовь и музыку. Кто-то поделился прекрасной историей о таксисте из Чхунчона, простом человеке, которому посчастливилось однажды днем встретить Тэхёна. Он утверждал, что узнал Тэхёна, как только сел в такси, но сохранял спокойствие, хотя его руки слегка дрожали, когда он держал руль. Таксист рассказал мне, что однажды Тэхён сел рядом с ним на заднее сиденье и любезно согласился сделать селфи. Фотография запечатлелась не только в его телефоне, но и в памяти, как незабываемое напоминание о чудесном совпадении. Таксист не переставал делать ему комплименты, он говорил, что невозможно не восхищаться красотой Тэхёна, что его черты лица кажутся еще совершеннее в жизни, и что его голос, даже когда он говорил тихо, был мягким и излучал умиротворение. Всю дорогу он описывал Тэхёна как доброго и вежливого молодого человека с по-настоящему чистым сердцем. «Он такой другой», — повторял он снова и снова. История стала вирусной, потому что у всех, кто когда-либо встречал Тэхёна, сложилось такое же впечатление. Его красота была не только во внешности, но и в том, как он относился к окружающим. Позже рассказчик добавил, что Тэхён служил в армии в Чхунчоне. Таксист вспомнил, что видел его не раз, и со смехом упомянул, что Тэхён даже сидел рядом с ним на пассажирском сиденье, шутя о том, как забавно видеть себя там.
Солдат в форме делится повседневным моментом в обычном такси. Эта естественность, эта человечность – вот что трогало водителя больше всего. Он не переставал говорить о нем, какой он красивый, какой мелодичный у него голос, каким добрым и обаятельным он был на протяжении всей поездки. Каждое слово было наполнено неподдельным восхищением. С другой стороны, Тэхён был активен на Уиверс. Его присутствие там всегда вызывало бурю эмоций, он отвечал, приветствовал, оставлял короткие сообщения, но каждое слово было словно цифровое объятие. Он был таким милым и излучал столько нежности, что фанаты чувствовали, что он действительно их любит. В одном из таких разговоров он ответил поклоннице, написавшей ему проникновенное письмо. В комментарии говорилось: «Тэхён, независимо от того, как часто мы видим тебя или Чонгука, или как часто мы видим вас вместе, мы всегда так сильно по тебе скучаем». Из тысяч сообщений Тэхён выбрал именно это, и он сделал это с такой нежностью, с присущей ему мягкостью. Деталь не осталась незамеченной: у человека, написавшего ему сообщение, была фотография профиля Тэхёна, и Тэхён ответил ему. Для фанатов это был небольшой, но глубокий жест, еще один пример молчаливой, глубокой связи, существующей между ними, и того, как Тэхён каким-то образом всегда находит способ сказать «я здесь». Поделившийся историей завершил свое сообщение благодарностью: «Спасибо, Тэхён, что снова нашел время поделиться с нами, за то, что ты такой милый и добрый. Мы так сильно любим тебя и Чонгука, и мы так скучаем по тебе». Итак, среди повседневных анекдотов, улыбок, запечатленных на селфи и неожиданных ответов на Уиверс, невидимый мост между ними и их поклонниками продолжает строиться. Потому что иногда достаточно лишь доброго взгляда, совместного смеха или искренних слов, чтобы напомнить нам, почему Тэхён так любим и не забываем. То, как Тэхён и Чонгук ведут себя вместе, не нуждается в объяснениях. Они не привлекают внимания словами, ведь их язык состоит из минималистичных жестов, молчания, которое говорит громче любых разговоров. Когда один из них приближается к другому, что-то в воздухе меняется, почти незаметно, но ощутимо для тех, кто внимательно наблюдает. Это была не просто физическая близость, это была общая вибрация, гармония, преобразившая атмосферу. Они не боролись за пространство, они жили в нем вместе, словно дополняя друг друга. Когда их взгляды встречались, не было ни колебаний, ни сомнений, это была тихая уверенность, молчаливое узнавание, которое накапливалось со временем, способ существования, который, казалось, был скорее усвоен душой, чем привычкой. В каждом их движении была обескураживающая естественность, когда они соприкасались, не было ни удивления, ни сдержанности, ими руководило молчаливое понимание. Им не нужен был повод, чтобы сблизиться, они делали это без усилий, словно люди, научившиеся узнавать друг друга по маленьким жестам. Тэхён слегка наклонил голову, Чонгук ответил, не задумываясь, один улыбнулся, а другой уже увидел. Это была невидимая хореография, которую, казалось, знали только они двое, синхронный танец дыхания, в котором остальной мир медленно исчезал. А потом что-то изменилось, время остановилось на мгновение, как будто этот момент никогда не пройдет. В их многочисленных видео эта связь повторяется снова и снова. Это не совпадение, это настолько явный узор, что его невозможно игнорировать. Когда они вместе, их движения создают гармонию, не требующую направления. Они идут, они смотрят друг на друга, они ищут друг друга, даже не осознавая этого. Как будто невидимая нить соединяет их, мягко притягивая друг к другу, удерживая на одной волне. Неважно, есть ли вокруг люди, работают ли камеры, пытается ли окружающий шум отвлечь их. Они ведут себя так, будто весь мир – всего лишь сцена, растворяющаяся вокруг них. Когда один поднимает руку, другой следует за ним без промедления, словно они уже знали это. Когда один делает шаг вперед, другой следует за ним без разрешения. Бывали моменты, когда они едва соприкасались, но в этом контакте, казалось, заключался целый разговор. Это была всего лишь секунда, но ее было достаточно, чтобы все запомнить. Их совместные движения были почти гипнотическими, не было никакого притворства или фальши, все текло с неизбежной простотой, с плавностью, не требующей объяснений. Любой, кто наблюдал за ними, мог почувствовать этот невидимый поток, этот непрерывный общий пульс даже на расстоянии.
Их жесты, их взгляды, их молчание – все казалось связанным гармонией, превосходящей видимое.